Привет всем, доброе утро. У нас сейчас раннее утро, и я Артуру укладываю завтрак. Вот такие вот бутерброды с маслом и сыром. Почему не котлеты полезные, почему не полезные яйца, я вам сейчас расскажу. У нас опять произошел очередной инцидент с этими завтраками. В общем, ребята, приготовила я ему полезный завтрак, отправила его в школу, прихожу, забираю. А завтрак опять не тронутый. Ну, там были тронутые печенья, то есть Артур там чуть-чуть вроде как пару печенюшек съел и поделился со своим товарищем. Но основная еда вся на месте. Ну, идем же мы по дороге обратно домой. Дело в том, что уже время, да, уже почти 3 часа, а ребенок, считай, голодный. Я же говорю, давай, сынок, по дороге поедим. Достаю кулек, это коробка с завтрак, типа такого, то есть ланчбокс здесь носят, таких вот коробочка. Потом еще была баклажка с чаем и еще одна коробочка с салатом. В общем, целый кулек я такой достаю. Только я его достаю и, представляете, смотрю, возле меня вот такая вот огромная обезьяна. То есть я поняла, что у меня нет шансов даже вообще с ней как-то бороться. Огляделась вокруг, еще где-то 10 обезьян наступают. И никого вокруг не было в тот момент. Я беру этот кулек и кидаю подальше, потому что думаю, сейчас еще вместе с кульком и меня сожрут. И бегом с Артуром. Ну, я, естественно, на Артура, я была в шоке, я разозлилась от этого всего. И Артур попал под мою раздачу, я Артуру говорю, сынок, чтобы больше такого не было, ешь свои завтраки, пожалуйста, в школе, в классе. Он говорит, ну, тогда будешь готовить то, что я скажу, никакие котлеты, никакие яйца. Приготовила, видите, 3 бутерброда, 1 экстра, и не укладывается. У меня такая классная была коробочка, то, что обезьяны забрали. Но я даже не стала возвращаться, потому что они на меня там в лесу, а это просто... шакалы, которые очень опасны. Вот, и еще огурцов. Вот такой вот завтрак. Ну и чай еще. А я сейчас позавтракаю манго. Вот. Очередная коробка, и надо ее как можно быстрее съесть, потому что они уже, видите, уже, можно сказать, перезрелые. Слушайте, передала Артуру завтрак, пошла на стадион бегать, а тут смотрите, какая картина. Вот эти вот обезьяны, ну, сейчас я постараюсь поближе подойти, пока приблизила. Лангуры. У нас здесь водятся мартышки наглые и вот такие вот лангуры. Они тоже опасные, тоже могут напасть, но не такие наглые. Кстати, вот эта вот проблема, что дети как попало едят завтрак, не только у меня, у многих родителей. Собственно, поэтому кто-то из них и пожаловался, почему Артура мама самая умная, приходит и контролирует, чтобы ребенок ее поел. Вот, и сейчас они постарались исправить эту ошибку. Так вот, сейчас на переменке с детьми сидит учительница и следит, чтобы дети съели полностью свои завтраки. Ну, я очень надеюсь, что теперь уже все будут сытые и довольные. Ну, слава богу, друзья, слава богу, они разбежались, эти лангуры уступили мне дорогу, так что вперед и с песнями побежала и я. Всем привет, Наташа! Налика замуж Винч. Всем привет, вы на канале Замуж в Индии. Я не знаю, какой сегодня блог мы снимаем. Ну, короче, спросите у этого блогера. В смысле у вот этого? Артур, как домой приходит, так сразу к попугайчику выгуливает его. Вот он уже у нас полетал сейчас, вышел на свежий воздух. Любит он его. И причем не дает никому.
А Радия просит, говорит, пожалуйста, Артур, дай мне его подержать, дай я с ним поиграюсь. А Артур не дает, говорит, ты не умеешь обращаться с попугаем. У нас просто был случай, что Тураля решила поиграться этим попугайчиком. И так его зажала. Ребята, я даже не знала, что наша Грини умеет издавать такие звуки. С тех пор Артур не хочет никому попугая давать в руки. Артур говорит, я кушаю, и попугайчик мой кушает. И она очень хочет, но but Артур not give for you. А Радия говорит, Артур, у меня было 6 попугаев. То есть она это сказала для того, чтобы Артур, решил, что она умеет обращаться с попугаями. Но вот меня насторожило слово «было». Я же переспросила, говорю, а что ж случилось, куда же они у тебя делись, эти 6 попугайчиков? Она так, знаете, абсолютно спокойно говорит, они улетели. Да, Артур? Даже Артур в тот момент понял, что Радия не тот человек, которому можно доверять своего попугая. Да, сына? Да. А Радия сбегала за своим братиком Нилом, чтобы мама отдохнула от него. Это, обратите внимание, у него на лбу такая вот черная точечка. Всем деткам в Индии ставят такую точку от сглаза. Вы смотрите, в первую очередь, обращаете внимание, мы все на эту точку, и поэтому негатив не пристает к ребенку. Кстати, за ребенком, за своим Радия молодец, так следит. И мама ее говорит, что она и помогает, говорит, и подгузники меняет, и вот так вот может поиграться и покормить. У нее уже возраст, в принципе, 9 лет. How old are you? 9 years. 9 лет, да? Уже нормально, уже взрослая девочка, ей можно доверить. А ты, Артур, хотел, чтобы у тебя был такой братик или сестричка? Во-первых, я хочу сестричку, а не братика. Извините. А во-вторых? А во-вторых, я мальчик. Вон, смотри, а Радия у нее мальчик. Значит, я мальчик, а у меня девочка. Вот этому малышу 6 месяцев, и он пьет молоко материнское, плюс еще варят ему уже кашки, какие-то смеси готовят. В общем, не то. У меня Артур в этом возрасте пил только мое молоко. Развалились мужики вокруг птахи. Развалились. Один пончик и второй. Кто ты, Артур? Сластена. А сейчас, друзья, хочу с вами поделиться радостной новостью. Совсем недавно мы получили посылку от нашей постоянной зрительницы. И, собственно, сейчас я вам покажу, что же мы получили. Так, в первую очередь покажу свои подарки. Смотрите. Вот такие вот ботинки резиновые, как раз для сезона дождей. Вы скажете, а почему светлые? У вас же грязно в Индии. Во-первых, я очень сильно люблю светлую обувь. Да, я люблю черный цвет, но вот что касается обуви, у меня в Харькове в основном все белое. А здесь я не могу себе позволить, потому что действительно здесь грязно и пыльно. Но в сезон дождей, во-первых, резиновую обувь очень легко помыть. А во-вторых, это не совсем белый цвет, он такой вот как цвет пудры. И вот как раз с нашей матаранской грязью он будет нормально сочетаться. Я очень довольна, классно. Смотрите, у нас в Матаране продается огромное количество обуви для дождя. Но вот таких вот именно закрытых ботинок у нас нет. В основном шлепки и так далее. И смотрите, вот еще сумка. Тоже специальная сумка из клеенки, которая тоже будет защищать содержимое от воды. И внутри, смотрите, внутри сумочки вот такой вот мешочек. То есть туда все положить, этот мешочек. И вот так вот раз. И пошло. Сейчас я вам продемонстрирую, как это будет выглядеть. Мне, если честно, уже не терпится, чтобы поскорее начался дождь. Так что, друзья, скоро буду шлепать по лужам в красивой, модной и удобной обуви. А сейчас Артур похвастается, что ему подарили. Привет, зрители! Вы на канале «Замуж в Индии», я просто отвлекся. Сейчас я вам продемонстрирую книжку, которая
прислала наша зритель. Это приключения Тома Сойла. Это малыш и Карсон. Ну, а это сейчас мама мне напомнит. Ну так ты, кстати, мог бы прочитать. «Приключения барона». Я забыл. Вот тут такими непонятными буквами написано. Приключения барона Мюнхгауза. Уважаемые зрители, эту книжку мы выбрали читать первой, потому что я когда-то еще смотрел мультик, и я очень люблю, эту книжку. Я прижимаюсь к маме, потом я слушаю, а потом глазки закрываю и потом уже сплю. Вы поняли уже, это с мамой у нас уже традиция, и каждый божий день мы читаем ночью книжки, я засыпаю, и вообще огромное спасибо нашей зрительнице, которая нам сделала такой замечательный подарок. Так, а сейчас, друзья, еще один неожиданный подарок. Смотрите, вот такой вот чайничек-заварничек. Это, действительно настолько классная вещь. Я никогда даже не думала, что у меня в Индии такое будет. Ребята, я вообще обожаю пить чай, я кофе люблю, но от кофе у меня тахикардия, поэтому я чаевник и люблю пить чай в больших количествах. Это так приятно, так тепло, особенно вечером, когда наливаешь себе в чашечку этот чаечек, становится на душе тепло. Знаете, вот я даже себя ловлю сейчас, когда пью с этого чайничка чай, ловлю, что у меня появляется такая какая-то прямо блаженная улыбка. Ну, вот я сейчас вам объясню, чтобы вы поняли, что просто в Индии чай так не заваривают, поэтому я даже не пыталась найти здесь в магазинах такие вот заварники. Парам, before you saw like... No, this is first time. Парам никогда в жизни не видел даже такого заварника. Он сначала не понял, он думал, что вот так вот надо пить чай. Ой. Вот, они просто здесь в Индии, значит, как готовят чай, берут молоко, разбавляют с водой, кипятят, и потом уже в кипящую эту жидкость насыпают заварку. И еще минут 5, может, еще какие-то специи уже каждый там на свой вкус добавляют. И потом вот это вот все процеживают через ситочко и разливают по стаканам. А вот такой вот способ, то есть я, конечно, тоже вот такой вот индийский чай я редко пью, я обычно себе просто в обычную чашку насыпала заварку и заливала кипятком, плюс сахар. В общем, спасибо большое, я очень довольна. Я думаю, что это подарок для всей нашей семьи. Я все-таки надеюсь, Парама тоже приучить к нашим традициям. Так, решила показать вам наш выбор обуви для дождя. Смотрите, каждый год какие-то новые модели приходят. Вот этого, допустим, раньше я не видела. Посмотрите, какие балеточки, как будто бы с розочками. Это все сделано из резины. Представьте себе, насколько огромный выбор. Он как бы со шнурками, причем тоже, по-моему, с резиновыми шнурками. Дальше, смотрите, здесь вот тоже эти лодочки, но, видите, с такими вот уже открытыми задниками. Сейчас еще другие модели покажу. О, кстати, здесь знакомый делится вот это паренек, друг Артура. И вот, собственно, я направила камеру. Это ничего особенного, я думаю, такие кроксы везде продаются. А здесь, видите, какие интересные. Как вы знаете, даже и не видно, что это резиновые. Типа кроссовочек. Тоже здесь имитация шнурков, литое все. А как будто бы это все настоящие кроссовки. Здесь is also rain. И это тоже, смотрите, это тоже тут, как интересно, как будто бы просвечивается розовое под серым. В общем, огромное разнообразие, но таких, как у меня, здесь нет. А ну, сына. И это тоже, да, и это тоже. А радио нашла тоже для дождя. Смотрите, какие мокасинчики. А вот и обычные такие вот шлепки мужские. Сейчас поинтересовалась у паренька по поводу цен. Он говорит, что вот эти вот с розочками стоят 350 рупий. Какие-то 400 рупий, какие-то 500 рупий. В общем, примерно так. И я так понимаю, что торг здесь уместен. Но смотрите, а тут еще и продаются и такие вот теплые мохнатые, зимние. Сейчас, конечно, это товар надо срочно убирать, потому что никому он сейчас не нужен до следующей зимы. Окей, thank you.
Бай-бай, бай-бай. Сейчас меня Парам позвал, говорит, беги сюда срочно. Говорит, здесь мужчина продает личи. Приехал специально в Матеран. А ну, Парам, сайт, хочу показать. Сколько много мужчин окружили его и торгуются. Торгуются, чтобы он уступил. А он не ведется, похоже. И Хусейн здесь. И вот наши соседи из других улиц тоже стоят, ждут, смотрят. Когда цена упадет, тогда начнут покупать все. Он даже без весов, он продает поштучно. 12 штучек за 60 рупий. Ну так, однако. Там вообще на самом деле очень вкусная, конечно, это ягода или как это назвать, фрукт. В общем, очень вкусный, но есть там нечего. Ребята, там косточка огромная. Вот это вот сверху все это пока облупишь. И внутри там этой мякоть на один укус. Она такая сочная. Но Парам, наверное, купит. У нас сейчас, можно сказать, сезон, поэтому мы гуляем. Манго сейчас объедаемся. Я имею в виду, что сейчас туристов много и более или менее тьфу-тьфу-тьфу заработки у нас сейчас пошли. Пора выбирать. По-моему, они еще не очень спелые. Что-то я все ворчу, ребята. Говорю, как он обезьян не боится? Представьте, вот так он несет у себя на голове эту корзину с фруктами и не боится. Умеет, значит, с ними. Договорился с обезьянами. Хорошо, да, говорит, хватит столько, хватит. Вот, видите, какие вагоны. Практически все места заняты. Потенциальные наши клиенты. Возможно, что сегодня нам придется ночевать на чердаке. Вот там наверху на чердаке у нас есть отдельное помещение, и когда много клиентов, мы стараемся сдавать и свой номер в том числе, чтобы можно было заработать. Ну, как говорится, знаете, куй железо, пока горячо, пока есть туристы, нужно пользоваться моментом. Конечно, мне не нравятся все эти котомки переносить туда наверх, но я знаю, что многие жители там каких-то туристических мест тоже так делают. Из своих домов перебираются в каморки, а их сдают, зарабатывают. Ребята, я вам обещала, все время забываю показать. Видите, вот так вот люди ставят возле своего дома емкости с водой. Вот эта собака только что подошла, попила и все. Напившаяся, довольная. Все, идем. Показала. Так, сейчас я вам покажу ближе личи. Китайская слива. Смотрите, сверху вот такая вот кожура, а внутри мякоть. Довольно-таки легко эта кожура счищается. Мякоть довольно-таки сочная, такая как желеобразная. Внутри у нас находится косточка. Ну, тоже очень легко, видите, отделяется косточка. Все, и съедаем. По вкусу напоминает, может быть, крыжовник, может быть, виноград. Такой вот непередаваемый аромат, очень вкусно и полезно. Полезно для сердца, для желудка, но тоже надо есть в небольших количествах, потому что вызывает аллергию, может, если переесть, может и диарею вызвать, но особенно детям лучше аккуратно давать. Вот мне Парам говорил, что даже в какой-то части Индии был случай, что дети объелись этих личи и, ну, к сожалению, даже со смертельным исходом, там несколько детей погибло. Вот. Ну и плюс еще это считается натуральным афродизиаком. В Индии это называют плод любви. Ну, я сегодня много есть не буду, потому что нам предстоит совсем не романтичная ночь на чердаке, втроем на одной небольшой кровати, так что я пару штук съем и все. Ну все, друзья, будем прощаться. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были с нами. До свидания, до новых скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.